MMORPG Chrono Odyssey — это такая темная лошадка жанра, которая, тем не менее, вызвала некоторый даже весьма ощутимый интерес у аудитории. Проблема с ней заключалась в том, что какой-то конкретики относительно этого проекта было, что называется, кот наплакал. Пару трейлеров да куча обещаний. Кроме того, были некоторые, скажем так, особенно непонятные моменты. И вот недавно в рамках очередного финансового отчета от Kakao Games эти особенно непонятные моменты стали абсолютно понятными. Но лучше от этого, на мой взгляд, не стало. Теперь вообще непонятно, можно ли называть Chrono Odyssey MMORPG. И если нельзя, то зачем тогда всю дорогу называли и продолжают называть? В общем, давайте со всем этим разбираться в нашем новом видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохаруи. Мы начинаем. Для начала наш традиционный ликбез, без которого будет просто непонятно, во-первых, что это за проект такой, особенно это касается тех, кто не ознакомился с нашими предыдущими роликами, а во-вторых, что в нем было такого непонятного и неясного. Итак, Chrono Odyssey — это MMORPG нового поколения от Npixel, о которой известно стало еще в 2020 году. Действие MMORPG Chrono Odyssey разворачивается в открытом мире Сетеры, где с начала времен идет война против пустоты. И да, слово «времен» тут затесалось неспроста. Игрокам предстоит раскрыть секреты временной линии Сетеры и найти способ спасти всех, в том числе и себя. Делаться это будет в том числе посредством специального артефакта под названием Хронотектор, с помощью которого можно будет как останавливать или перематывать время вокруг монстров, обеспечивая более динамичный бой, так и исследовать прошлое мира игры. И по сути это стало такой, знаете, первой цепляющей фишкой, таким бенгером, да, вот посмотрите, мол, у нас тут можно будет управлять временем, и это все еще будет завязано на боевую систему. Категорически непонятно было, как вот это вот все дело будет взаимодействовать с боевой системой в режиме онлайн, скажем так, ну, то бишь, когда непосредственно вокруг тебя будут находиться игроки, ведь это ММО, и у каждого из них будет такая возможность, но то такое. Понимаете, мне кажется, что это было использовано в виде такой затравочки. И уже тогда, когда я смотрел впервые трейлер вот именно Chrono Odyssey, мне показалось, что это больше похоже на какой-то экшен RPG. Во всяком случае, вот такие вот элементы точно взяты оттуда, а не из MMORPG. Если прям очень коротенечко, то у нас тут экшен MMORPG нового поколения на пятом Unreal с бесшовным открытым миром и динамичной боевой системой, основанной на манипулировании временем. В игре планируется множество различных биомов, включая луга, снежные просторы, болота и прочие достопримечательности. Какая-то уникальная система квестов, уникальные классы, разнообразное оружие, разнообразный набор PvE-контента, усиливающего ролевые функции, да, все по классике танк ДД Саппор. Кастомизация, основанная на широком спектре возможностей и высокой степени свободы, куча мирных занятий и, на мой взгляд, здесь должно было быть упоминание про PvP, но, как такового, никакого упоминания о PvP не было, потому что, ну, знаете, там прям таки расписывают все очень масштабненько, а где расписывают масштабненько, там неплохо смотрелось бы масштабненькое какое-нибудь PvP, ну или хотя бы не масштабненькое PvP, хоть какое-нибудь PvP, но про PvP разработчики тактично решили умолчать. Хотя вот на страничке в Steam мы можем наблюдать: You can also look forward to getting rewards for cleaning dungeons, group dungeons and PvP content. То есть можно будет получать награду за зачистку подземелий, за групповые подземелья и PvP контент. То есть как будто бы PvP контент в игре тоже предусматривается или предусматривался, но почему-то про него вот на тот момент ничего не сообщалось. Ну и да, на всякий случай обращаю ваше внимание, что по сей день на той же самой странице Steam игры до сих пор она числится как MMORPG. Это важно, это мы должны отметить. Также необходимо добавить, что распространяться Chrono Odyssey будет по модели Buy to Play, единовременная покупка без подписки, а разрабатывается она для ПК, Steam и консолей. Русского языка среди поддерживаемых не обнаружено, что в общем-то понятно. Ранее стало известно, что в России и Китае Kakao Games издавать Chrono Odyssey не собирается, но может статься соберется кто-нибудь другой.
Что ж, переходим к подробностям Chrono Odyssey, которые всплыли недавно в связи с финансовым отчетом за третий квартал 2024 года компании Kakao Games. Причем эти подробности параллельно касаются еще одного проекта, Arcade Chronicles. Потому что именно вот так в связке о них и сообщил генеральный директор Kakao Games. Цитирую. Хоть Arcade Chronicles и Chrono Odyssey были заявлены как MMORPG, обе игры стремятся стать ролевыми экшен-играми, которые являются основным жанром на мировом рынке. Мы радикально удаляем или сокращаем такой контент, как масштабные сражения между фракциями и PvP-конфликты, которые обычно ассоциируются с жанром MMORPG. Да, вы не ослышались, радикально удаляем или сокращаем PvP-контент. В целом, PvP-контент в этих MMORPG, хотя уже очевидно, что называть их MMORPG это как-то, неправильно, потому что, знаете ли, MMORPG подразумевает в том числе наличие развитого вот именно конкретно PvP-контента. Если это не PvP в открытом мире, то это все равно какие-то БГшки, это, я не знаю, там, аренки, осады даже того же самого БГшного типа, как вот в New World это сделано. Но это точно должно быть в MMORPG, потому что MMORPG без PvP-контента это просто что-то кооперативное. Где вы можете кооперативно тратить данжики, там просто кооперативная игра с открытым миром. Кооперативная RPG с открытым миром. Получается, что по сути это экшен-RPG с прикрученным мультиплеером. Что-то типа такого. Да, передаю огромный привет Crimson Desert и Pearl Abyss, которые опять оказались впереди планеты всей. Судя по текущим тенденциям жанра. В качестве хорошей новости можно рассматривать то, на что игрокам из наших широт традиционно положить с прибором. Мол, в этих играх не будет pay-to-win элементов. Всю экипировку и расходные предметы можно будет получить просто играя в игру и выполняя задания. А получение прибыли будет построено в первую очередь на продаже доступа к играм и платных DLC. Что же касается сроков выхода, уже до этого ходили слухи, которые распространяли сами разработчики, мол, мы, конечно же, на 100% не уверены, но с какой-то долей уверенности можно говорить о релизе в 2025 году. И если Arcade Chronicles в конечном итоге решили подвинуть на 2026, то вот как мы можем посмотреть по лайнапу, с Chrono Odyssey все в порядке. Четвертый квартал 2025 года, Arcade Chronicles вот мы видим 2026 когда-нибудь. Но при этом в 2025 они планируют провести тесты в Arcade Chronicles. Тут вообще много чего интересного. Из первого, это Path of Exile 2. Вот это мы в первую очередь ждем. Также обращаю ваше внимание, Chrono Odyssey Online Action RPG. Про MMORPG уже даже как-то и подзабыли. ПК, консоль, тут все понятно. И Global. Глобальная версия. Речь, насколько я понимаю, идет сразу о глобальном релизе Chrono Odyssey в четвертом квартале 2025 года. Ждем не ждем, пишите в комментариях. Лично мое мнение я уже высказывал в нашем прошлом ролике, посвященном новому Айону. Мне категорически не нравится эта странная тенденция восточных разработчиков идти на поводу у западных тенденций, которые на самом деле и тенденциями-то не являются. Я бы сказал, что это тенденции, которые внезапно нарисовались после нытья на форумах. Будет просто великолепно наблюдать за тем, как AAA-проекты, в которые вбухивались немалые средства и время, окажутся никому не нужными через пару месяцев после релиза. Просто потому, что у нытиков с форумов уже есть PvE-игрушечки, в которых они сидят десятилетиями, и куда, собственно, ливнут при первых же признаках скуки. Как бы здесь, наверное, можно было бы сказать, что PvP-токсики тоже могут прийти в игру, посмотреть, все обосрать и ливнуть. И это действительно так, такое тоже может быть. Но дело в том, что, на мой взгляд, PvE-контент делать не в пример сложнее, чем PvP. Что там с PvE-контентом? Это надо какие-то механики боссов как минимум придумывать, какой-то лор к этому прикручивать. Много мороки. И все это очень долго, и игроки все это время будут ждать. А в PvP что? Тебе надо просто один раз качественно продумать базу, которая и так уже есть. То есть, что тебе нужно? Там Open World PvP, если оно в твоей игре будет. Аренки, БГшки, осады. Осады, опять же, могут быть БГшного типа. Все, сделал это, и дальше игроки сами уже себя развлекают. Ты еще только там наградки придумал какие-нибудь топовые за это все, и напильничком сидишь баланс попиливаешь. Профит. Единственное, чем Chrono Odyssey по-настоящему выделяется среди этих будущих онлайн-экшен-RPG, так это своей ноунеймовостью. То бишь это не какой-то неймовый проект с богатой историей, так что разработчики напрямую никому в штаны не гадят.
ну, кроме самих себя. Да, они действительно с нуля делают что-то новое, ну и, я так понимаю, с заделом на какую-то франшизу. Но и здесь можно доколебаться, ведь, как я уже даже продемонстрировал в этом ролике, на странице в Steam Chrono Odyssey по сей день числится как MMORPG. А это уже, простите, на мой взгляд, сознательное введение в заблуждение, потому что по факту она никакой MMORPG не является. Да и сам издатель в лайнапах пишет онлайн-экшен RPG. Короче, я, конечно, недоволен, мы теряем проект за проектом. Свое мнение, как всегда, пишите в комментариях и чатике моего телеграма. Ну а мы и дальше продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.